из Латвии, да. Я уезжал оттуда уже 2 раза. Первый раз я уехал в 2009 году, потому что меня собирались судить за хранение наркотиков. Пытались привязать еще и реализацию. Ну и в день суда я уехал из Латвии. Уехал вначале в Германию, а потом с Германии через 3 месяца уехал в Данию. И вот впоследствии меня как бы с Данией прожил я там до 2013 года. И в 2013 году меня экстрадировали в Латвию. Ну и опять-таки, отсидев срок до 2015 года, я опять уехал в Данию. Только из Дании теперь приехал в Германию. Хотел сказать еще, что мне очень повезло, потому что когда меня из Латвии я уезжал, моя статья подразумевала 8 лет. И пока я бегал, ровно в этот момент, когда меня арестовали, у нас изменились законы в Латвии. И она пошла с 2 лет уже, именно по моему количеству. И получила я только 2. Ну, только. Не только, но все же. Я не гражданин Латвии, не являюсь гражданином Латвии, потому что у меня оба мои дедушки по маминой и по папиной линии, они были военные, советские военные, как оккупанты считаются. И хоть я в Латвии родился и всю жизнь свою прожил, все равно гражданство мне не дали. Вот такая ситуация. Так что я сейчас никто, нигде. Паспорт у меня написано «Эллинс» чужой, национальность 3 икса. Я, короче, вообще... Я сама с Украины, живу в городе Чернигове. Это недалеко от Киева. Я сюда приехала в 2016-м. Вот, приехала я сюда тяжело больная. Ну, правда, у меня ВИЧ, и у меня была уже тяжелая форма. Мне поменяли 4 терапии в Украине, и никакого результата не было. И уже когда, можно сказать, я умирала, у меня знакомая здесь живет в Германии, в Берлине уже 5 лет. Она меня звала сюда, говорит, приезжай, может, здесь тебе помогут. Я долго, еще год, в принципе, я правда не собиралась ехать. А уже потом, когда уже совсем было все плохо, я решила, надо попробовать. Хотя у меня там была инвалидность, я получала пособие, как пенсию вот, по инвалидности. Но там нет лечения. Практически нормального лечения нету. Приходишь с любым вопросом к врачу, там то беспокоит. Один ответ. Ну а что вы хотели? У вас ВИЧ. Все. И это уже поставь на себе крест. Я уехал с родителями, когда мне было 17 лет. Это был не мой выбор, но, в принципе, со временем я им очень доволен. Да, потому что я люблю Берлин. Я не знаю, как бы моя жизнь сложилась, останься я в России, но то, как она складывается здесь, я ни о чем не жалею. Я занималась активизмом в России, и в Калининграде была группа людей, употребляющих наркотики, и активная правозащитная деятельность, в том числе в судах. Освобождали людей, которых по провокациям закрывали, снижали сроки наказаний, снимали эпизоды. Это все не нравилось полиции, и против меня было сфабриковано уголовное дело за помощь в приобретении. Мне грозило 20-летний срок, причем в моем возрасте это был бы смертный приговор. Поэтому по настоянию друзей при их помощи пришлось бежать и просить убежище в Германии. Я уехал, потому что мне нужно было лечиться, потому что в Беларуси я не мог получить лечение. А потом уже здесь нашел много других преимуществ, по которым здесь хочется жить и работать. Я родился в Литве, в городе Таураге, недалеко от Калининградской области, от 30 километров от границы Советского и Тильже. 14 лет начал потреблять наркотиков. Из султана, из кристалла, это сделать джеф, колоться, потом понемножку там героин, потом 16 лет меня посадили в тюрьму. Потом в 2000 годом я вышел на свободу, и мне за несколько месяцев посадили за полицейскую комиссариат ограбление машины. Это
Там, ну и потом меня повезли в самую сложную тюрьму, это Алитус, где все наркоманы, там все. В 2002 году там я узнал, что я заболел ВИЧ-вирусом. Мне 50 лет было, когда я сюда ехала. Все-таки у меня там сын, у меня там вся родня. И все бросить, поехать, и все начинать сначала. Чужая страна, не зная ни языка, ничего. Все-таки здесь совсем другие законы, совершенно другой менталитет у людей. Это очень сложно. Меня судили в России там 6 или 7 раз. Каждый раз за хранение. То есть тратили деньги, пытались меня перевоспитать за то, что я хранила вещество, которое было мне необходимо для того, чтобы работать, жить нормально. И никто бы не обращал внимания. Но из меня вот так делали целенаправленно уголовницу, которую надо посадить в тюрьму, а в итоге посадить даже на пожизненный срок. За что? За то, что я в силу каких-то причин не живу и не работаю всю свою жизнь, а живу и работаю только с помощью каких-то веществ. Здесь надо просто различать, зачем меня ставят в эту ситуацию, зачем из меня делают изгоя, зачем общество отказывается от меня. И почему таких людей тысячи, если их масса, может быть, не они не правы? Как я к этому отношусь? Я не знаю вообще, меня это очень сильно раздражает, я не знаю, как это поменять, что в этом можно изменить. Я родился в этой стране, блин, где в мире вот ты родился в стране, прожил всю жизнь, и тебе не дают гражданство. И они мне еще не дают ни уехать, раз я хочу, ни остаться в нормальном качестве. Что, я для них как, лицо третьего сорта. Такие вот у меня и ощущения, что я чувствую себя мусором. Когда мои друзья сказали мне «уезжай», и когда купили билет, я просто благодарна судьбе, что эти люди были. А было просто полное состояние полной прострации, когда ты не можешь сделать шаг, ты не способен решиться бросить все, вот закрыть дверь и понимать, что ты никогда не вернешься в свой дом, что ты оставляешь свой город, в котором ты там вырос, что ты каких-то людей не увидишь. Это все на самом деле очень сложно. Сложно это делать насильно. Хорошо уезжать 20 лет, когда нет привязок, когда ты просто покоряешь все страны. Сейчас вышел из тюрьмы, я работал и там потреблял, и там я со своей женой. Жена говорит, устройся нормально, точно если не будешь потреблять это нормально, мы будем жить. Она 5 лет прождала, она каждые 3 месяца возила мне дочку на тюрьму 400 километров. Там платили деньги, все, это все. Я вышел, начал очень сильно. Героин, там понемножку этот кокаин, и все, я начал воровать, и все. Я принял решение, что оставить дочку и жену на Литве, что они могли жить без меня, что меня не было. Многие люди боятся уехать, в основном потому, что у них нет информации и знаний о том, куда они едут. Я очень долго боялся ехать в другую страну, у меня были мысли, может быть, поменять место жительства, именно поменять государство, да, и уехать куда-то, но я боялся, что я не получу заместительную терапию. У меня почему-то был вот такой в голове такие мысли, что я могу получить лечение только в Беларуси, и больше я нигде не нужен. Вот. А приехав сюда, я понял, что нет, что здесь это нормально, то есть дать человеку помощь и ничего не требовать взамен. Ну и плюс, конечно, это все равно надо смелость какая-то. Все-таки это очень сложно. Уехать в другую страну, там, где другое общество, другая культура, другой язык, самое главное. Готфрид Бен о nacht. О ночь. Я принял кокаин.
кровь наслаждения переносит, умножилось число морщин. Мне повелела эта осень цвести, как поздний георгин. Но чу, блаженная истома, мне звездно, нет, я не оглох, экстаз. Сам одинокий Бог являюсь я в ударе грома. Прямо сейчас я приехал с репетиции нашего театра. Я там, чем я занимаюсь. Но в этой продукции я head of production, то есть продюсер, собственно. Но в какой-то мере сейчас на репетиции выполнял обязанности статиста. Познакомились мы во время, когда мы захватывали Volksbühne, сквотировали крупнейший театр из-за совершенно разрушительной для культурной жизни города замены интенданта. Вот. И тогда произошла такая реакция, катализатор, да, каталитическая реакция, которая образовала новую общность. Просыпаюсь я, наверное, примерно часов в 9-10 обычно. Ну, по-разному. Бывает, что и в 12, смотря во сколько пришел. Вот, просыпаюсь. Я встал на программу Полумедоновую здесь. Это как метадон, только другое чуть-чуть. Вот, я просыпаюсь, выхожу из дома с теми людьми, с кем я живу. Там один из них употребляет только кокаин, и то не каждый день. Но он употребляет алкоголь. Мы с ним выходим из дома, заходим в магазин, я покупаю бутылку фруктового вина, а он ворует маленькую бутылку водки. Каждое утро так происходит. Мы это смешиваем, коктейль, выпиваем. Потом я еду к своему доктору за своей терапией Полумедоновой, а ему я помогаю получать ВИЧевую терапию, потому что он на ВИЧе. Он не говорит ни на каких языках, и я как бы его сопровождаю по всем инстанциям все время, когда он меня просит. Потом после этого я еду в город, еще где-нибудь погуляю, что-нибудь посмотрю, и где-то часам, наверное, к 3-4 я иду играть на гитаре. Я играю на гитаре, зарабатываю денег, на еду там, иногда на наркотики, как когда. Моя работа в Berliner Rechtshilfe официально называется координатор равный. Это группа равных людей, хорошо мы употребим, выходцы, давайте так скажем, выходцы из стран Восточной Европы и Центральной Азии, или людей, говорящих по-русски, для которых язык ежедневного общения является русский, и люди, которые ассоциируют себя, которые или они употребляют наркотики, или ассоциируют себя с этой комьюнити, то есть не говорят «они», они могут сказать слово «мы». Мы здесь находимся в Zoologisch Garden, в самом центре Берлина, да. Называется он Лос-Анджелес парк. Здесь приходят люди отдыхать, приводят детей поиграть там в выходные, да еще когда есть хорошая погода. Здесь я прихожу, бывает, когда не имею за что покупать гашиш, траву. Здесь бички нахожу, я сделаю его себе, я ее имею, что-то покурил, покурил, да. Бывает, здесь много, кто-то приходит, курит, и они просто бросают, и да. Это много кто и без меня приходит, может и первый, но все равно что-то находишь. Мой день, я просыпаюсь, я в баллоне, я живу вечером через 6 часов пойду в баллон, что мне дает переспать, дает покушать, все там. Баллон, это Франкфурт-аллея, это ночлежка для бездомных людей, что пустили помыться, поспать, покушать. Без 15-8 я выхожу и сплю на улице, где-то на скамейке или на убане, где-то как сегодня день, можно здесь на скамейке поспать. На данный момент я живу. Мы нашли там с моими товарищами заброшенную одну дачу, как дача или дом, можно сказать, загородный дом или дача. Он как бы в территории Берлина, но уже, с краю. Там территория большая, участка. Пока живем там.
Ну, а до этого, где придется, тут есть такие места, что, ну, как ночлежка, наверное, по-нашему, можно сказать, по-русски, как миссия тут считается, называется по-немецки миссия, что туда можно прийти ночью, там тебя вечером, ну, вечером в определенное время, но там не так много мест, надо занять очередь, там придешь, тебя покормят, тебе даже могут одежду какую-то дать, ну, и дадут спальное место, там поспишь. Ну, на самом деле, в этом плане здесь, конечно, ну, заботятся о людях. Это люди забираются, которые живут на улице, наркоманы, алкоголики. Здесь они им дают от 9 до 5 часов вечером помыться, это рабочими днями. А там каждый день дают покушать, обед и вечером дают там бутерброды. Там дальше есть больница, есть где можно пойти у врача, там что проблемы, там тоже, если что, помыться тоже можно, там и все, такие, там одежда, да, если стоит, что поменяться, там и что. Мы сотрудничаем, мы как Берлун сообщество познакомились с организацией «Фикспункт» и предложили им, чтобы на пункте мобильном был человек из нашего сообщества, который может помогать в работе с русскоязычными людьми. И получается, что мы приходим, то есть дни, когда приезжает машина, этот автобус дежурный, да, приходим и помогаем общаться с ребятами из Восточной Европы. И мы помогаем в очень простых вопросах, самых насущных. Перевести какую-то просьбу, найти место для ночлега, найти врача. Мне это нравится. Иногда здесь вот себя чувствую полезнее, чем где-либо в другом месте, потому что это сразу видно, что я делаю. Ну, совершил какое-то, да, что-то полезное или нет. Тут не надо ждать, чтобы увидеть результат. Здесь дают что документ такой бездомный, что я бездомный, что я мог ехать без билетов, когда контролеры возьмут, ну, другие выписывают этот штраф 60 евро, и другие не выписывают, отпускают, да, это понимают они по-человечески. А просто другие, они не знают, что это я, ну, этот адрес даю, что они там штраф на этот адрес написали. Это правильно, это просто написано, что у меня денег нет, я не имею за что покупать билет, откуда мне взять. Мы проводили исследования, опрашивали русскоязычных наркопотребляющих людей, которые в нашем круге общения, причем разных категорий, совершенно разных и разного социального статуса, и, то есть люди, молодежь, принимающая какие-то клубные вещества, и люди, живущие на улице, которым не до каких-то дискотек, а у них совершенно другие проблемы. И на первом месте выходцы из России, на втором месте идет Латвия, Литва, Украина, Молдова. Это с большим отрывом. Далее Грузия, Беларусь и так далее. Да, Армения, Таджикистан, Казахстан 9 человек. Вот. Из каких стран? Вот. В основном они здесь недавно. Я думаю, важно это сказать. В основном это люди, которые здесь недавно. Большая часть между 2 и 6 годами. Почти половина. То есть это люди, социальный статус которых или статус пребывания которых еще не определен. Они не интегрированы в общество. Но это и не то, что люди, которые туристы здесь проехали и как-то тусуются просто, да, то есть это люди в подвешенном состоянии. В основном я и общаюсь с такими людьми, которые уехали из своих стран, вокруг меня их большое количество, из совершенно разных стран, ну, из русских, естественно, потому что общаюсь я в основном с русскоязычными, ну, вот с Молдавии русскоязычные, с Украины, с России. Ну, с России в основном здесь уже люди с немецким гражданством, или которых я знаю, или с видом на жительство, потому что это в основном казахские немцы. А вот такие, как я в таком положении, это Литва,
С Эстонии пореже, с Литвы побольше, с Латвии тоже побольше, наверное. Украина, вот сейчас много людей с Украины стало приезжать, с Молдавии люди. Вот. И эти люди, они в основном по каким причинам? Все сюда убежали, все в основном употребляющие наркотики, с кем я общаюсь, да, и находятся здесь из-за гонений в связи с наркотиками, из-за статей больших сроков, которые дают за хранение, за употребление. Естественно, человек, который употребляет наркотики, любому этому человеку можно всегда приписать реализацию, потому что он обязательно когда-нибудь идет, кому-нибудь купит, там, кто даст деньги, он ему принесет, короче. Это неотъемлемая часть, это реализация, это не значит, что он драгдилер, это просто он, ну, помог, как говорится, помог, короче, другу и сел в тюрьму. Ну вот, и поэтому люди бегут от этого, конечно, сюда, хотя здесь очень грязные наркотики, очень. Если говорить, откуда приезжает, очень много прибалтов, потому что это часть Евросоюза, свободный въезд, а люди здесь не могут себя найти очень часто или еще по каким-то причинам. Вот. И, в общем, оказываются в тяжелой ситуации, обращаются за помощью. Много грузинов, ребят из Грузии. Да, в принципе, хватает из разных стран. Чеченцев много, кстати, из России. Вот именно, знаешь, можно выделить. Есть россияне, и отдельно они особняком чеченцы, да. Я могу сказать, ну да, я встретил литовцев, и украинцев, и русских, и много кто сбежали, что там дискриминация с людьми, нет это, как сказать, солидарума такого к человеку. Вот наркомана не читает ни человеку, здесь читает наркомана как больного человека, ему хочет помогать. Потом никакие дискриминации больным людям, там, ВИЧ или гепатиты, там, и тоже хочет помогать, что они лечились, там, дают таблетки, там, еще там. И помогает, чтобы бросили много, там, много, то нет России, Литве, Прибалтике, не знаю, Эстонии, Латвии тоже нет, латыши тоже здесь приезжают. Этот парк недалеко от Хайма, где я жила. И когда мы здесь гуляли, я нашла дерево такое огромное-огромное. Не знаю, как оно мне приглянулось, почему. Я стала к нему ходить, разговаривать с ним. Оно мне дает силы. Я его случайно наткнулась на него, и почему-то оно меня прям, привлекло, не знаю. Я прям чувствую его энергию. Потому что природа и человек – это единое. Мы должны жить в любви, в согласии. Оно всегда нас поддерживает. Это дерево видело и войну, и до войны. Этому дереву, не знаю, мне кажется, даже не 100 лет. А летом шикарно. Оно такое прям... Ой. Люди приезжают по-разному. Есть по здоровью люди, которые приезжают, те, которые уже, можно сказать, не жильцы. Здесь многих ставят на ноги. Много приезжает людей, которые наркоманы, и им в своей стране угрожало либо срок, либо еще что-нибудь. Среди моих знакомых даже есть люди, которым там пожизненные срока бы грозили за то, чего не совершалось. У меня свой личный опыт насчет тюрем, и я считаю, что это для каждого человека это не только травма, это трагедия. Страдают дети, страдают семьи. И человек уже выходит с поломанной психикой. И после тюрьмы ему некуда деться, потому что ты не можешь ни на работу устроиться, не можешь продолжать жить. Везде тебе ставят палки в колеса. С жильем. Это буквально совсем. То есть люди преследуются по факту своего существования, да, потому что если человек зависимый от ряда веществ, это не является его свободным выбором или желанием, хотя даже я за то, чтобы это был бы в большинстве случаев выбор человека, да,
Но тут даже не идет речь о выборе, потому что нельзя от ряда веществ отказаться сегодня на завтра, потому что полиция этого или кто-то этого не хочет, да. То есть это для меня то же самое, что преследовать человека за то, что у него другой цвет кожи, да. Конечно, несправедливо то, что люди вынуждены оставлять свои дома и уезжать, чтобы получить, например, медицинскую помощь, или просто не сидеть в тюрьме, или просто чувствовать себя свободными. Кстати, еще один момент такой есть очень интересный. Нужно пожить немножко здесь, чтобы понять, что та жизнь в наших странах, да, в бывшем Союзе, она очень жесткая и негуманная. Потому что, живя всю жизнь вот в Беларуси, мне казались многие вещи, что это само собой разумеющееся что-то, да. То, что нельзя выйти на улицу и высказать свое мнение. То, что там, президент 25 лет у власти один и тот же. Вот это вот сформированное негативное мнение о людях, употребляющих наркотики, это на самом деле ужасно, то, что происходит. Людей вычеркивают из жизни и считают, что на них не нужно тратить деньги, им не нужно помогать, их не нужно лечить, им не нужно давать какие-то там вообще руку помощи протягивать. Они типа выбрали свой путь, и если они уже решили когда-то уколоться, то и пусть теперь уже выдыхают. И вот этот стереотип, его надо ломать. И нужно ломать тем, что много нормальных, адекватных людей, которые употребляют наркотики. И это происходит органично, и никто это не видит, не замечает. Пока человека не начинают преследовать или не создают какие-то репрессивные законы, которые человека делают зэком. То есть тут не вещества, а та ситуация, в которую мы человека загоняем этими законами. Вот это страшно. Они там бегут, что они там, может, погибнут, а здесь выжить. Там или в тюрьме тебя посадят за чек на 2-3 года, или за потребление тебя могут на полмесяца где-то закрыть КПЗ. Это ужас. А люди там, там все осталось из СССР времени, это ничего не изменился. Я считаю, что мы все-таки прожили всего 25 лет после того, как распался Советский Союз, а это такая была прививка всего нехорошего, всего ужасного, что, слава богу, знаешь, что прекратили расстреливать, в принципе, без суда и следствия. Люди говорят, если мы вернемся туда, то мы умрем. У меня нет оснований им не доверять. Я считаю, уезжают в основном потому, что не хотят жить в государстве, в котором они должны постоянно сидеть или постоянно чего-то ждать, да, каких-то несбыточных вещей, да, неосуществимых. Например, невозможно сидеть, грубо говоря, в тюрьме за то, что украл пачку табака, да, или там, не знаю, коробку конфет. Невозможно жить в стране, в которой ты никогда не получишь работу за то, что тебя, 18-летнего, когда-то посадили в тюрьму за употребление марихуаны. Вот такие надо брать случаи, они наглядные. А здесь они приезжают, они могут построить новую жизнь. В конце-то концов, у них здесь нету того бэкграунда. У них здесь можно начать жизнь заново. Здесь все намного гуманнее. Все по-человечески, нету каких-то вот этих крокодильих законов или таких, знаешь, как тайга, да, у нас такие таежные нравы, волчьи законы. Вот. Кто-то едет, хочет получить медицинскую помощь. Потому что я, например, устал ждать лечения гепатита. Я 10 лет ждал, как дурак. Вот. А потом приехал сюда, и мне здесь, человеку, у которого нету статуса никакого, я просто жду, да, дадут мне статус беженца или нет. Мне вылечили гепатит, мне дают самую современную терапию от ВИЧ-инфекции. Вот мне жалко, что наши люди живут в таком дерьме. Вот правда жалко. Я не знала разницы, и многие люди не знают. Здесь тоже нелегко, вот действительно нелегко жить. Но по сравнению вот с нашей страной, вот многие люди, я задавала вопрос, даже которые на улице, говорила, ты можешь вернуться в свою страну, у тебя там дом есть, все. Я лучше буду здесь на улице, чем поеду туда. Это очень часто был такой ответ. Когда только сюда приехал,
энтузиастом таким был и считал, что я вот сейчас посмотрел здесь все, и сейчас приедут в гости, например, какая-нибудь делегация из Беларуси, а я им все расскажу, потом покажу, еще скажу, они все поймут и приедут назад домой, да, и начнут все менять там. Потом приехала одна, вторая делегация, я все рассказывал, они кивали, уезжали, и там ничего не происходило. Ну, и в конце концов я понял, что очень многим людям, которые принимают решения, до лампочки, просто судьбы людей, даже не ради которых они работают. Я не уверен, что у нас многие люди работают ради людей. Они работают ради должностей, ради карьеры, ради хорошей пенсии. Но очень странно, когда у врача люди, например, да, на 7-м месте. Или там у социального работника. Вот, поэтому, наверное, ничего и не меняется. Look, I know the spiritual dimension is really real, but sometimes I be lost up in the devil. I squeal. That dude is running so fast, I think he wants to rumble. I'm like a weed, cause I tumble. I'm ready to stumble. Вопрос, кто я, он достаточно интересный. Я не чувствую себя мигрантом, но я как человек, который только начинает узнавать и любить Берлин. Вот скорее так. Я его только начинаю любить и как бы воспринимать. Потому что первое время у меня совсем другая картинка была, и постоянно все шло на сравнение в России. То, здесь то. Это слишком большой был контраст, разрыв. И слишком большие нервные затраты были, чтобы там любить Берлин. А потом это же был неосознанный переезд, это была такая как бы вынужденная. Трудно полюбить то, к чему тебя жизнь вынуждает. Это должно как бы произойти как-то, ну, органично. Мне нравится слово «экспант», да, «экспат». «Экспат» — это немножко такое, оно слово 21 века, которое говорит о том, что я здесь просто живу, да, поменял место жительства, потому что мне здесь лучше. Мигрант. Мигрант, который меняет место проживания, да, ну это получается не только город, а именно страну. Место проживания ищет страну, в которой ему лучше по каким-то причинам. Мигрантом я себя тоже не ассоциирую себя. Ну хорошо, если это требуется для каких-то политических или социальных целей, я себя таким словом назвать могу, но внутренне это мне чуждо. Я просто здесь живу, да, родился в другом месте, но, по-моему, большинство, не знаю, насколько большинство, но половина или почти половина, ну, в общем, значительная часть населения Берлина в Берлине не родилась. То есть берлинский акцент услышать на улице редко можно где. Поэтому я берлинец. Для того, чтобы понять, что я белорус, мне нужно было уехать из Беларуси. Потому что там мне не приходилось, например, просто отвечать на вопрос «откуда я?». Вот. А здесь я часто отвечаю на этот вопрос. И, в принципе, только уехав, значит, только уехав из страны, можно понять, кто ты. Это я для себя открыл здесь совершенно недавно. Но, например, тоже не значит, если я покинул родину, не значит, что я не люблю. Родина классная, но можно жить в другой стране, при этом оставаться белорусом. Я же все равно не стану немцем. Поэтому это очень часто, мне кажется, только используют для спекуляций. Любишь родину, сиди дома, не рискуй. Здесь не будет принимать бутылки, там будет принимать. У тебя есть какая-то мечта, о чем ты, что ты хочешь больше всего, о чем мечтаешь? Мечту нет. Мечта работа находит, а так все, умирать хочу и все, быстрее. Да, я тебе говорю. Поэтому, что не хочу ни это лекарства, ничего, я хочу умирать и все. Ну, мне вот такая... устал или что? Да, все, на все я устал, все, ничего не хочу. Что, какая жизнь на улице?
Постоянно на скамейке тебя как суку кидает, там это охранники, там иди, там да, еще люди смотрят тебя, там иди у этого, спроси, что у тебя помогли постирать этого. Ну, это ну, каждый день тоже ты не можешь. Нет вещи, нет где держать. Ну да, сейчас баллоны, а 28-го закроется, это все. Ну. Я повесился здесь на Бранденбурга воротов, я 4 сутки комы пробыл. Я могу умирать, мне эта жизнь, мне моя жизнь ничего не стоит. Моя дочка жизнь стоит, ну, может, она станет какой-то человеком, может, она будет, что там, сейчас режусь. Я думаю, все, будет, не надо будет резать, надо будет еще раз где-то. Ну а что бы тебе помогло, чтобы ты захотел жить дальше? Что должно произойти? Не знаю сейчас. А тебе нравится такая жизнь, или ты хотел что-то поменять? Конечно, хотел бы поменять. Ну вот я опять-таки в связи с тем, что я не могу устроиться работать, ничего поменять не выходит. А чтобы получилось, ну, что-то поменять, нужно как что-то чем-то заменить это. Я уже и наркотики, говорю, уже даже в принципе не так не важны, потому что я стою на программе, и мне этого достаточно. Ну, из-за того, что нечем себя занять, короче, деньги я могу заработать только игрой на гитаре. Когда я играю на гитаре, это УБАН, здесь, ну, метро является именно местом, где продаются наркотики, где все наркоманы находятся. И получается, что спускаясь туда, ты спускаешься в мир наркотиков в метро. И то есть постоянно я езжу еще на метро, и ко мне постоянно подходят: можешь достать, там, типа, не хочешь скинуться. Этот вопрос происходит, ну, постоянно. И не только русскоязычные, и немцы, и кто, тем более они знают, что я езжу туда-сюда на метро, значит, я знаю, где что, где получше, где что похуже. И обращаются ко мне с этим вопросом. Вот опять-таки, о чем я говорил, что это у нас бы это была уже реализация. Слушай, ну честно, есть у меня мечта, но она никак не касается, наверное, нашей темы. У меня мечта есть, чтобы все хорошо решилось с документами, да, чтобы я получил документы, с которыми я смогу спокойно путешествовать, по крайней мере, по Европе и смотреть этот мир как-то, да. Ну, мне интересно, что происходит в мире. То есть мне интересно не накопительство, и я понимаю, что я не тот человек, кто сможет открыть какой-то успешный бизнес, да, и копить деньги. Значит, в моей ситуации мне нужно путешествовать и там духовно копить, да, а не материально. Хочу посмотреть мир, Европу. Вот такая мечта, наверное, самые простые вещи. Мечта сделать Берлун сильной организацией, где люди чувствуют свое достоинство, знают свои права и способны помогать тем людям, которые только приехали сюда. И еще, чтобы их судьбы остались в какой-то истории. Не просто так вот они мелькнули и ушли. Пускай сложные, пускай какие-то очень странные, очень больные, ранимые, всякие. Но чтобы от них осталась память. И пусть это будет книга, видео, не знаю, что-то, чтобы было. Может быть, музей Берлун. А еще очень хочется попутешествовать. Ну, это, наверное, все. Ты вступил в неизведанный путь, и былого уже не вернуть. Так же, как чернила с бумаги не воротишь назад. Ты реальность не осознаешь, но ты с ужасом ломку ждешь. Ждешь, когда сатана зажжет тебе адский огонь. Ведь ты продался сатане, ты сидишь на черном дерьме. Ты продал ему свою душу и даже плоть. Променял на адскую боль, ломку чек, баян, черную соль.
эту сладкую жизнь, любовь девушек и в жизни роль.